Дорогие зрители, приветствую вас на моем канале, а в этом видео готовлю легкий нежный десерт тирамису. Для приготовления мне понадобятся жирные сливки, маскарпоне, сахар, холодный кофе, яйца и печенье савоярди. Савоярди у меня домашнего приготовления, ссылку на рецепт оставлю в описании к видео. Дальше к яйцам я добавляю соль и буду взбивать их до однородности. Как только яйца станут однородной массой, я постепенно всыпаю весь сахар и ставлю миксер на самую большую скорость, чтобы яйца взбились до пышной светлой массы. Пока взбиваются яйца, я займусь второй частью крема. Для этого мне нужно сливки объединить с маскарпоне. Для того, чтобы маскарпоне легче расходился в сливках, он должен быть комнатной температуры. Теперь, когда яйца взбиты в пышную пену, мне останется соединить их со сливочно-сырной массой. Всю массу сливок с маскарпоне я сразу перекладываю ко взбитым яйцам. И затем уже миксером на низких оборотах я перемешиваю. Здесь уже взбивать не нужно, здесь мы только перемешиваем и объединяем до однородности. Такой вариант крема уже можно использовать для приготовления тирамису, но мне и моей семье больше нравится крем с добавлением желатина. Тогда в готовом десерте он ощущается больше как суфле, более какой-то нежный. Поэтому, когда вы уже смешали две части крема, добавляйте растопленный желатин и перемешивайте. Все граммовки я обязательно оставлю в описании к видео. Из данного количества крема у меня выходит две формы тирамису. Одна размером 29 на 20 и вторая форма размером 28 на 19 сантиметров. Также для этого количества тирамису я выпекаю 2 порции печенья. Дальше на видео у меня стандартная сборка десерта. То есть печеньку мы обмакиваем в холодный кофе, затем слой крема и снова все повторяем. Крем здесь я не делю на весах, делаю все визуально. На одну форму десерта получаются 2 слоя печенья и 2 слоя крема. Как вы уже заметили, крем я готовлю на сырых яйцах, поэтому перед приготовлением яйца обязательно нужно обработать. Для этого яйца я сначала мою под теплой проточной водой, а затем на 15 минут помещаю в уксусный раствор. Из расчета 1 столовая ложка уксуса на стакан воды. Вода должна полностью покрывать яйца. После этого обсушиваю яйца на бумажных полотенцах и дальше использую для крема. Желательно яйца покупать в магазине. Смотрите также на сроки. Яйца должны быть свежими. И перед тем, как замачивать их, убедитесь, что на них нету трещин. Если же вы в принципе боитесь употреблять сырые яйца в пищу, тогда лучше отказаться от этого варианта крема. После сборки десерта остается присыпать его порошком какао. С помощью мелкого сита равномерно распределяю какао по поверхности десерта. То же самое делаю и со второй формой. Затем аккуратно бумажными полотенцами вытираю краюшки и убираю десерт в холодильник на стабилизацию. Ну а теперь самое вкусное – дегустация десерта. Вот так красиво он выглядит в разрезе. Благодаря желатину он хорошо держит свою форму, и при нарезке видно, какие ровные срезы. Вкус у этого десерта просто невероятный. Чувствуются нотки кофе, плюс печенье пропитывается и становится очень мягким. В сочетании с кремом это такое нечто легкое, воздушное, кофейное, то, что никого не оставит равнодушным. К тому же, если покупать печенье в магазине, то приготовление десерта становится еще быстрее. Готовьте и наслаждайтесь. Всем пока, до новых видео.